Привет, друзья! Я рад вас видеть на своем канале, посвященному нумерологии и психологии. И сегодня мы продолжаем с вами тему нумерология известных людей. Сегодня у нас попадает под разбор президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Это второй по величине человек на мировой арене цирка, кому приковано максимальное влияние общественности и других политических деятелей. Так же, как и Владимир Путин, они вместе на данной арене выступают перед различными сообществами, в том числе и перед своими гражданами. Не будем долго затягивать, и я сделал предварительные расчеты по данной личности и сделаю небольшую такую ремарку. Все, что сказано в этом видео, это является плодом моей воображения, фантазии и ничего общего с реальностью не имеет. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Итак, Владимир Зеленский родился у нас 25 января 1978 года. Правящее число у этого человека 6. Что это будет означать? Ключевое понятие для шестерки – это поддержание равновесия во всем. Это и отношения с людьми, и других чисел, и материальное благополучие. Этому числу для полного счастья недостаточно только получать, нужно еще и отдавать. Причем это относится ко всему – дружбе, любви, знаниям. Самый простой способ добиться успеха – это взаимодействовать с другими людьми. Шестерка – это сочетание талантов, тройки и способностей двойки. Слабых мест у шестерки практически нет. Есть только опасность немного переборщить с отдачей и остаться совсем уже, так сказать, на бабах. Число жизненного пути 6 говорит о том, что наиболее полно может реализовать себя в браке и дружбе. Велика вероятность, что шестерка проживет счастливую семейную жизнь, получая добрую поддержку от друзей. Необходимо уделять пристальное внимание людям, претендующим на особую близость с такими людьми. Чтобы не расходовать время и душевные силы на обреченные неудачу связи, успешная карьера больше всего, вероятно, в профессиях связана с общением с людьми. Также это число крайностей, то есть люди с правящим числом 6 обладают огромным творческим потенциалом, который необходимо и обязательно раскрывать, при условии, что они развиваются по позитивному пути. В противном же случае их будут непрестанно снедать тревоги и волнения. Число 6 расположено в центре горизонтали ума, и оно, скажем так, наделяет своих протеже колоссальными способностями к творчеству и восприятию всего, что связано с этим. К сожалению, им редко удается достичь долговременного успеха в жизни из-за склонности к беспокойству и саморазрушению. Среди людей с творческой шестеркой можно увидеть тех, кто преуспел в самом широком спектре творческих областей. Причем речь может идти как о семейном круге, так и масштабных мировой славы, что подразумевает очень серьезную ответственность, требуя самоотдачи и глубокой любви к людям. И хотя в их природе изначально заложены все вот эти качества, они нередко начинают настолько полно отождествлять себя со своей ответственностью на физическом уровне, что тревожность и беспокойство могут загнать их в ловушку стресса. Им необходимо научиться самим справляться с теми трудностями, в которых они вовлекаются из-за своего стремления к творчеству, либо заботы о людях, и не давать подобным ситуациям управлять собой. Такие люди должны владеть искусством мягкой отстраненности, что позволяет им проявлять свои прекрасные творческие способности, избегая внешнего давления. Такие люди часто добиваются успеха, где требуется обязательность, творчество, чуткость и сильное чувство ответственности. Некоторые из них предпочитают проявлять свои таланты публично, становясь певцами, актерами и так далее. Другие выражают свою альтруистическую природу приватно в кругу семьи либо друзей. Так или иначе, им неизменно движет глубокая любовь к людям и врожденное
Счастливая доброжелательность, которые постоянно ищут выражения и за которыми всегда радостно наблюдать. Исключительные творческие способности проявляют себя при любой возможности, будь то на работе, либо в семье. Дом является самым важным местом для этих людей. Они уделяют ему немалое количество времени, и более значимы для них только любимые люди, живущие с ними под одной крышей. Также исключительно любящие люди, бескорыстные и терпимые, которым необходимо быть постоянно начеку и не допускать, чтобы ими манипулировали. Необходимо не забывать, что шестерка относится к горизонтали разума, что оказывает серьезное влияние на тех, кем она управляет. Про горизонтали разума я ранее рассказывал в других видео. Какие могут быть негативные тенденции? Если единственной областью для проявления творческой энергии становится семья, то люди с правящей шестеркой могут впасть в крайность, вплоть до одержимости, проявляя нездоровую тревожность, неуравновешенность и собственничество. В результате они рискуют настолько погрузиться в страхи перед будущим, в различные фобии и беспокойствия, что внутреннее развитие серьезно затормаживается и их жизнь перестает двигаться вперед. Беспокойство нередко становится хроническим, приводя к умеренным психозам и начальному одиночеству, хотя изначально они стремятся ровно к противоположному. Когда тревоги и негативное мировосприятие доминируют, люди с правящей шестеркой могут становиться плаксами и обвинять абсолютно всех в своих бедах. Что еще можно сказать? Большинство людей, управляемые шестеркой, любой ценой стремятся избегать ссор и конфликтов, но их готовность уступать может восприниматься как слабость и в итоге стать сильным для них разрушительным, заставляя их чувствовать себя несчастными. У нас число дня рождения – это 25. Такие люди, как правило, обладают глубоким рациональным складом ума и острой интуицией. Их подход к жизни построен на логике и носит преимущество интеллектуальный характер. В то же время у них случаются сильные интуитивные прозрения, которые будут способствовать тому, чтобы нужно к ним прислушиваться. Могут стать прекрасными поводителями по жизни. Также такие люди могут очень глубоко проникать в суть исследуемого объекта. Аналитические способности помогают избегать поверхностных суждений. В этом и заключается их основная сила. Люди способны достигнуть больших успехов в науках, философии, каком-то актерском мастерстве, все, что касается публики и интеллектуальной деятельности. Также жизненная задача заключается в том, чтобы аналитическое исследование жизни не заслоняло их от эмоциональной стороны. Необходимо научиться воспринимать мир не только умом, но и сердцем. Под воздействием собственной интеллектуальной картины мира такие люди могут легко потерять равновесие, стать слишком отвлеченными, критичными или еще хуже, откровенно циничными. Также люди предпочитают работать в одиночестве и рассчитывать только на свои силы. Также такие люди могут пожертвовать многим для того, чтобы сохранить гармонию отношений с важными для них людей. Человек является обладателем той заветной жилетки, в которой можно поплакаться где угодно и с кем угодно. Люди энергичны, ответственны и всегда готовы помочь. Но энергия слишком сочувственна, и душа часто вмешивается во все отношения, что приносит беспокойство. Необходимо знать слабость, и в некоторых ситуациях нужно сказать «нет» и не лезть, когда не просят. Человек очень восприимчив и способности к глубокому чувству, который нелегко разделяет свои чувства с другими. Он не стремится к широкому общению и упорно трудится над тем, чтобы развивать и поддерживать близкие отношения с другими людьми. Так, дальше мы видим число выражения у нас 6, то есть число также индивидуальности. Так, и мы видим еще число выражения разума 5. Число выражения разума 5 говорит о том, что это способная, свободная душа и любит перемены, приключения и развлечения.
Человек ценит свою свободу и, как птица без крыльев, не может существовать без нее. Правильно используя свободу, может развить и применить свои многочисленные таланты. Хотели бы общаться с разными людьми, но, к сожалению, не получается из-за внутренней скрытости. Также человек хочет много путешествовать, и у него это получается довольно просто. Может заниматься практически всем, но не всегда хорошо. Только опасаясь от плена иллюзий безопасности, человек может использовать свои возможности. Человек крайне легко приспосабливается к переменам. Перемены – это, скажем так, блаженство для него. Любая задержка – катастрофа. Человек несчастен, если что-либо тянет его назад. Дальше рассмотрим число желаний сердца. Что такое число желаний сердца? Это то, на самом деле, чего желает человек на самом деле. Здесь мы видим число 4. Человек любит стабильную, хорошо организованную жизнь. Его угнетают внезапные перемены. Хотел бы видеть порядок во всем, умеет устанавливать и поддерживать его. Есть склонность к систематизации, и это отражается на том, что он делает. Внимателен к мелочам и скрупулезен. Предпочитает тщательно проанализировать задачу и затем решать ее логически и практически. Хотел бы быть опорой, оплотом жизни и примером дисциплины для окружающих. Работа главная в его жизни, но также он склонен к преусердствованию и тогда легко может стать трудоголиком, если не будет осторожен. Масса энергии и может выполнить многое. Также хочет иметь семью и может быть хорошим родителем. Но любовь к дисциплине и порядку не должна постираться слишком далеко, особенно в семейных отношениях. Либо супруга, либо детей, и они могут почувствовать себя угнетенными. Необходимо проявлять гибкость на пути к гармонии и равновесию в жизни. Для человека упорядочнее важнее свободы, которую часто понимает как хаос. Окружающие люди его не разделяют привязанность к порядку и, напротив, это их угнетает и удручает. Умиротворение, получаемое ими от порядка, может казаться тюрьмой для ваших близких. Нуждается в стремлении к любви, но очень не любит ее демонстрировать. Очень честен и непретензионен, ненавидит ложь и притворство. Очень решителен и упорен. Скажем так, он основа любого предприятия. Ему присуща храбрость и погружение в сущность проблемы для нахождения решения данной проблемы. Поэтому он старается не терять видение целой картины. Человек слегка упрям и неподатлив. Также есть проблема с наслаждениями, то есть может привести к злоупотреблению алкоголем, вредной пищей, беспорядочными половыми связями и даже наркотиками. Так, число индивидуальности у нас 6, как я говорил. Человек распространяет вокруг себя понимание и спокойствие. Люди ощущают его теплоту и справедливость. Поэтому привлекает внимание многих нуждающихся в душевном комфорте и в том числе неудачников. К нему обращаются люди, чтобы сбросить с себя бремя. И также человек излучает уверенность, и у него сильно развито чувство справедливости. Он делает все, что в его силах, чтобы сохранить гармонию и даже немного может пожертвовать своими интересами ради других людей. Иногда это может зайти настолько далеко, что человек будет играть роль мученика. Необходимо проявлять осторожность, так как не всегда разбирается в характерах людей и может использовать его против себя. Человек старается видеть людей с хорошей стороны, и чужая жизнь может увлечь его слишком сильно, что может быть ему во вред. Довольно гостеприимен и привязан к дому, любит детей и является хорошим родителем. В какой-то степени романтичен, артистичен и предан своему делу. Любит музыку, цветы, садоводчество, прирожденный дизайнер, возможно. У человека прекрасный цвет одежды, и также у человека есть вкус.
Больше всего его беспокоит внутреннее содержание, чем внешность, поэтому мало думает о стиле одежды, и его также больше интересует практичность. Человек довольно благородный и не очень логичен, когда дело касается финансов. Чувствителен к похвалам и критике. Много волнуется, поэтому нередко бывают проблемы с желудком. Люди к нему чаще тянутся, как к матери либо отцу. Люди хотели бы расслабиться в его присутствии и избавиться от груза проблем. Число кармического урока у него получается 8. Для того, чтобы зарабатывать много денег, человеку необходимо быть хорошим бизнесменом и правильно контролировать свои расходы и доходы. У человека бывают взлеты и падения, которые в основном объясняются его легкомыслием. Крайне независим и не желает, чтобы ему диктовали свою какую-то навязанность и мнение. У человека, возможно, могут быть большие проблемы во власти, и в основном лежит это из-за того, что уверенность в том, что он все знает, и упрямство. В результате человек не может трезво оценивать обстановку. Необходимо научиться обращаться с деньгами, и в любом случае он может зарабатывать достаточно большое количество, но эти деньги просто вытекают как вода сквозь пальцев. Данный кармический урок, как и другие, показывают пределы его ресурсов и ограничения. Необходимо действовать эффективно. И действие этого кармического урока выражено слабее, если среди других чисел встречается еще одна восьмерка. То есть будет присутствовать 2 восьмерки. Здесь у нас 1. Поговорим теперь о квадрате Пифагора. Здесь мы видим, что у человека присутствует 2 единицы, 1 двойка, отсутствуют тройки, отсутствуют четверки, 1 пятерка, отсутствует шестерка, есть семерка, восьмерка и девятка. Эти числа по 1. Также мы видим здесь вектор целеустремленности и вектор эмоционального равновесия. 2 единицы нам говорит о том, что человек получил благословенный дар сбалансированного самовыражения. Довольно ценное качество таблицы рождения, которое следует использовать с умом и никогда не злоупотреблять им в манипуляционных целях. Необходимо быть осторожным и стараться не вымазывать неприятностей у людей, которые не так одарены в этой области, особенно если вы влюблены в кого-то, у кого в дате есть, либо нету единиц вообще. Человек с 2 единицами часто способен увидеть обе стороны ситуации, либо конфликта, и нередко случается, что посреди обсуждения он вдруг может понимать противоположную сторону, увидев, что она более правильнее, либо привлекательнее. Как правило, такие индивидуумы обладают чрезмерным широким пониманием событий и людей. Среди тех, чья дата содержит 2 единицы, встречается очень много политиков и публичных деятелей. Как правило, это настоящие гуманисты и на уровне сознания и практической деятельности. Особенно могут быть успешны именно благодаря тому, что могут видеть 2 стороны конфликта либо ситуации. Дальше у нас 1 двойка присутствует. Единственная двойка создает ценный фундамент и указывает на крепкую базовую интуицию, которой, впрочем, не всегда достаточно в нашем высококонкурентном мире. Единственная двойка говорит о том, что для развития сбалансированной чувствительности она присутствует, и для идеального баланса нужна 2 двойка. У женщин в таблице рождения де-факто уже есть 2 двойки, поскольку они сами по своей природе более чувствительны и интуитивны, чем мужчины. Мужчинам же приходится терпеливо и старательно развивать в себе уравновешенное восприятие так, что для них единственная двойка служит прекрасной отправной точкой. Как правило, люди с 1 двойкой в таблице рождения обнаружат, что им требуется значительное количество времени для того, чтобы расслабиться и побыть на природе, вдали от напряженной гонки за успехом. Отсутствие тройки говорит о том, что
не обязательно свидетельствует о какой-то умственной неполноценности, то есть тройка у нас проходит в горизонтали ума еще, вот здесь. И она свидетельствует о том, что человеку необходимо прилагать большее количество для развития интеллектуальной деятельности. Чаще человек впадает в лень и может впадать в ментальную апатию. Как правило, отсутствие тройки говорит о том, что человеку следует прилагать большее количество в интеллектуальной сфере, особенно если он родился под знаком, который не относится к мупитальному кресту. Это попозже об этом поговорим. А его правящее число не является одним из чисел разума. Так или иначе, при отсутствии тройки необходимо учитывать склонность индивидуума к лени, которая поддается коррекции в ранние годы. В противном же случае она может привести к более серьезным трудностям на последующей жизни. Отсутствие четверки говорит о том, что некоторые недостатки терпения, но также является проблемой в значительной мере и зависит от других нумерологических фактов, например, правящее число, дня рождения и наличие индивидуальных векторов. А если же в таблице отсутствует четверка, то, как правило, они аккуратны и педантичны, и практичны и организованы. Даже могут быть немного деспотичны. Число 5. Люди, имеющие одну пятерку, получают наивысшие шансы стать гармоничной личностью. Это также единственное число, гарантирующее, что ни одно из угловых чисел не проявит своих негативных свойств. Эти люди предпочитают жить своим умом и не поддаваться манипуляциям и не идти на поводу у внешних обстоятельств. Действуя в качестве защитной оболочки для обостренной чувствительности, пятерка укрепляет силу воли и развивает способность к сопереживанию, давая человеку то, что мы называем сильным характером. Также она дает энергию любви и свободы, которая усиливает все формы самовыражения. Единственная пятерка помогает человеку понимать его собственные эмоции и, как следствие, научиться с большим уважением относиться к чувствам других людей. Дальше мы видим отсутствие шестерки. Говорит о том, что человеку нужно сознательно развивать свои творческие способности, опираясь на силы, имеющие у него чисел. Если же в таблице есть тройка, то ему будет это сделать намного легче. И ему придется прилагать большое количество усилий, если у него отсутствует тройка. Так, присутствие одной семерки говорит о том, что у человека есть проблема в области потери здоровья, любви, денег, либо имущества. И они будут проходить до тех пор, пока не будет выучен необходимый урок. То есть эти потери как раз-таки и есть его основной урок. Их единственный смысл – служить раскрытию души человека. Люди нередко оплакивают свои потери и страдания, поэтому, не осознавая ключевого жизненного принципа отказаться, чтобы получить, перестать идентифицировать себя со всем материальным имущим. Также нужно понимать разницу между желанием и одержимостью. В том же, что касается здоровья и любви, потеря любви служит для того, чтобы очистить и закалить, помогая посмотреть привычки и взгляды. Если же человек намерен реализовать те цели, ради которых пришли на Землю, то необходимо как следует больше заботиться о своем здоровье. Также в любви все не слишком часто принимаем за желание. И необходимо помнить, что мы не можем потерять любовь, если без любви, без усилий, и наоборот, нам лишь изредка удается сохранить ее, когда она связана с эмоциональными требованиями и ожиданиями. Итак, есть еще одна восьмерка. Говорит о том, что когда человек выбирает позитивный путь развития, то он предельно педантичен и скрупулезен. Если же живут они по негативному пути, то в их характере могут доминировать апатия и нестабильность. Для таких людей, естественно, аккуратность, внимательность к деталям и добросовестность. Все эти аспекты практической мудрости,
позволяющие людям с 1/8 обрести независимость, однако, выбирая негативный путь, они часто импульсивно могут реагировать на людей, обстоятельства и становятся беспокойными и неуравновешенными, что может выражаться в частой смене жительства, настроения, работы либо партнеров. 9. Девятка говорит о том, что он обладает несравнимо большим объемом знаний об окружающей среде и мире. И значит, необходимо быть большим человеком, который любит сердце. Но в то же время мы можем наблюдать более серьезную интеллектуальную деградацию, поскольку человек переживает большое количество страданий, и для этого есть свои определенные причины. И лучший способ конструктивно использовать энергию единственной девятки состоит в том, чтобы найти баланс между ее аспектами. Чрезмерный фанатизм в стремлении наверстать все упущенное и с избытком исправить все совершенные ошибки могут привести к ухудшению ситуации. Также здесь нужно соблюдать меру. Человеку подобает привязывать уверенность во всем, что хорошо, и воздерживаться от всего, что плохо. Далее мы рассмотрим вектора. Здесь у нас присутствуют целеустремленности и эмоционального равновесия. Рассмотрим целеустремленности вектор. Чаще всего говорит о том, что проявляется решительность во всем, за что человек берется. В своем стремлении к цели они могут демонстрировать редкую настойчивость, отвергая любые предостережения и доходя до ослиного упрямства. Также обладатели этого вектора могут до бесконечности ждать, пока не исчезнут препятствия. Также они рвутся воплощать свои планы в жизнь, не теряя ни минуты. Чаще всего и те, и другие выигрывают, если найдут золотую середину, используя свою интуицию, мудрость и способность к сопереживанию. Один из самых трудных уроков для такого человека состоит в том, чтобы признать, что не все решения они должны воплощать в реальность. Слишком часто они воспринимают препятствия как досадные помехи, которые нужно преодолеть любой ценой. Но прислушиваясь к своей интуиции, они могли бы задаться вопросом: так ли это на самом деле? Или же препятствия даны для того, чтобы подтолкнуть на другую, более подходящую для них тропу? Также решительность, даруемая вектором целеустремленности, может быть прекрасным качеством, и сомнений в его силе, конечно же, нету. Однако людям необходимо научиться применять с осторожностью, а не идти бездумно по головам на поводу своего упрямства. Особенно касается тех, чьей стреле присутствует несколько единиц. В данном случае 2 единицы присутствуют. И не так уже редко можно увидеть человека с 2 единицами, 2 пятерками, либо 2 тройками, что удваивает энергию данного вектора. Для принятия правильных решений такому человеку особенно осторожно нужно прислушиваться к подсказкам интуиции, чтобы не принимать поспешных действий. Вектор целеустремленности, как правило, направлен вверх к идеализму и амбициозности девятки, о которых они впоследствии могут пожалеть. Также единственное число 5, то энергия вектора сосредотачивается в центре таблицы, где основным мотиватором является сопереживание и эмоциональная свобода. Если же острие вектора направлено к 2, 9, то ее энергия концентрируется в амбициозности и перфекционизме, в зависимости от правящего числа индивидуума. Дети, рожденные с данным вектором, уже знают, что они хотят. Они нуждаются в пространстве для собственного проявления и своего упорства, что, впрочем, не отменяет необходимости воспитывать у них понимание и умеренность. Таких детей нельзя ни в коем случае заставлять и игнорировать их желания. Твердость и обращение с ними должна быть уравновешена гибкостью, а желаемого поведения следует добиваться только любовью и лаской. Если же будет вырабатываться негативная сторона данного вектора, то это не способствует достижению какого счастья либо правильного поведения в жизни, проявляя
упорства и целеустремленность в детстве, люди становятся крепче во взрослом возрасте. А вектор эмоционального равновесия говорит о том, что единственный баланс и в эмоциональной сфере, и глубокое духовное понимание жизни – это так называемая эпоха нового уровня сознания. Также люди принимают жизнь как гармоничный союз физического и духовного, где первое приходящее, а второе вечное. Именно эта глубокая осознанность формирует в них мироощущение и делает их чрезвычайно серьезными. Таким людям следует искать общение с умными и веселыми людьми и не брезговать легкими удовольствиями, иначе они рискуют стать чересчур серьезными и отстраненными. Они понимают, что равновесие в духовной сфере, но склонны недооценивать его важность в том, что касается баланса между всеми тремя. Такие люди обладают настолько мощным потенциалом эмоционального контроля, что нередко выходят превосходные актеры. Природная восприимчивость позволяет им полноценно вжиться в роль, не принося в жертву свою драгоценную индивидуальность. Люди с вектором эмоционального равновесия, будь то актеры, либо представители других профессий, играют в повседневной жизни самые важные роли и различные аспекты на работе, в обществе и даже дома. Благодаря глубокой чувствительности они с легкостью понимают нужды и взгляды других людей, что может стать прекрасным подспорьем в работе психолога, либо, возможно, целителя, либо других профессий, которые связаны с вектором эмоционального равновесия. Такие люди действительно выбирают одну из таких профессий, то, получив соответствующее образование, должны избегать излишнего догматизма. В том, что касается здоровья человека, ни одного подхода нету эксклюзивных прав на истину. Впрочем, с вектором эмоционального равновесия не единственные, кому следует опасаться зашоренности. Всем, кто посвящает свою жизнь, например, лечению людей, необходимо стараться, чтобы быть максимально открытой для альтернативных точек зрения. Дети, наделенные данным вектором, могут быть погружены в себя либо из эмоционального какого-то депрессивного психоза, либо пустыми мечтаниями. Такие люди вдвойне уязвимы, если дело доходит до эмоциональных конфликтов, и поэтому предпочитают отстраняться, чтобы не вступать в них, и их стремление избегать конфронтации и дисгармонии может приводить к тому, что они начинают отставать в учебе и даже испытывают проблемы со здоровьем, особенно если впадает в зависимость от внешних обстоятельств, идя на поводу у собственной чувствительности. Имея дело с ребенком, которого присутствует вектор эмоционального равновесия, родители должны помнить о необходимости эмоционального сбалансированного воспитания, для чего им потребуется научиться контролировать собственные эмоции. Итак, мы поговорили сегодня о Владимире Зеленском. Если данное видео вам понравилось, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Я буду рад делать для вас новый интересный контент, и до новых встреч!